Доброго вечора, ми з України. Я приветствую вас на моем YouTube-канале в программе «Дороговказ. Контрнаступ». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, главное, оставляйте ваши комментарии, ведь именно они становятся частью моих будущих программ. Итак, те, кто из вас имел терпение посмотреть не только искрометное интервью с Гарри Табахом до конца, но и фильм, который я предоставила вчера вашему вниманию, наверное, поняли основную мысль, которую я закладывала в свою работу над хотя бы пониманием этих процессов, а именно я хотела, чтобы все убедились в том, что мнения единого по тому, что происходит с ленд-лизом, просто не существует. Все говорят разные вещи, прийти к какому-то единому убеждению в такой ситуации крайне сложно, поэтому я постаралась со своей стороны сделать все возможное, чтобы пролить свет истины над накопившейся проблемой. И, естественно, в результате этой работы постаралась вложить всю свою душу и умение в ту петицию, которую я составила, которая опубликована на портале Change.org и, естественно, опубликую в комментарии к этому видео. Теперь я бы хотела пояснить, в чем, собственно говоря, эти разногласия, откуда они берутся и почему надо на самом-то деле приложить максимум усилий к тому, чтобы все-таки ленд-лиз заработал. Значит, очевидно то, что ленд-лиз не работает на данный момент. Это надо, к сожалению, признать как факт. То есть тот закон, который действительно был подписан президентом Байденом 9 мая, и он подписал его собственноручно, он не наложил вето. То есть подозревать его в том, что он именно боролся с этим законом, это было бы избыточным. Однако сказать, что он горит желанием исполнить каждую его букву, тоже будет, наверное, перебором. Законопроект о ленд-лизе был внесен сенатором от штата Техас и членом республиканской партии Джоном Корнином еще до полномасштабного вторжения России в Украину. К моменту голосования произошло полномасштабное вторжение, поэтому этот законопроект был горячо поддержан как представителями республиканской, так и демократической партии. В итоге Сенат США одобрил его 6 апреля и Палата представителей 28 апреля. При этом он был проголосован более чем 3/4 Конгресса. И действительно, единственное символическое значение, которое есть у всего происходящего, это только дата, в которую президент США Джозеф Байден подписал этот закон, а именно 9 мая. И поэтому, конечно, это всколыхнуло воспоминания. Все мы помним, что именно закон о ленд-лизе во время Второй мировой войны стал одним из решающих факторов в победе над нацистской Германией, над Гитлером. Далее. Далее в этом законе, кстати, он не длинный, его, в принципе, легко изучить, это буквально 1,5 страницы текста. Есть ряд важных пунктов, которые нужно было исполнить для того, чтобы он заработал. На это все отпускалось 60 дней, однако тот пункт, который я увидела в качестве уязвимого, заключается в том, что непосредственного руководителя вот этим процессом ленд-лиза может назначить президент США, согласовав его кандидатуру и, соответственно, выслушав рекомендации на эту тему Конгресса. Опыт подсказывает, что на этапах согласования подобных очень значимых фигур всегда происходят какие-то интриги. И на сегодняшний день мы имеем вот такой вот результат. Я бы даже сказала, что это некая коллизия, потому что нету этого человека, он не назначен. И, соответственно, спрашивать мы формально можем теперь только с президента Байдена, потому что в любом случае он является главой исполнительной власти, и любые назначенные им или не назначенные
руководители в любом случае подчиняются ему. В петиции мы взываем к президенту Соединенных Штатов Джозефу Байдену и просим его, чтобы он сам лично, собственноручно дал распоряжение, указания Пентагону и связанным с ним структурам для того, чтобы те могли начать поставки вооружения в Украину, что и является требованием народа США. То есть народ Соединенных Штатов поддержал Украину, сказал Украине «да». Мы хотим, чтобы Украина победила в этой людоедской, несправедливой войне, которую начала против Украины Россия, напав на нее. Эта агрессия не спровоцированная, она несправедливая, и Украина должна победить в этой войне. Вот что сказал народ Америки. Соответственно, после всех процедур, когда законопроект о ленд-лизе превратился в закон и за него проголосовало более 3/4 Конгресса, и он был подписан президентом, казалось бы, ничто не должно было мешать немедленно имплементировать нормы этого закона. Но мы же с вами видим, что проволочка, однако, очень существенная. И я думаю, что вот уж в чем нету разногласий у всех экспертов, которых мы с вами посмотрели в фильме, который я смонтировала, опубликовала вчера, так это в том, что Украине нужно гораздо больше вооружения. И я со своей точки зрения считаю, что нету другой программы, которая могла бы соответствовать потребностям Украины, кроме ленд-лиза. Другие страны дают, что могут. Например, Франция дает очень много по сравнению с тем, что у нее есть. Германия дает, к сожалению, пока досадно мало по сравнению с тем, что могла бы дать. Но в любом случае, даже если бы все страны Европы давали бы столько же, сколько Франция, то есть отрывали бы от себя очень существенную часть своего оборонного комплекса, все же это было бы не так много, как могла бы дать Америка, если бы заработал ленд-лиз. Говорить, что он по какой-то там причине не может заработать, это тоже неправильно. Просто есть вот действительно, как бы сказать, такая шестеренка, которая никак не запустит вот эти прекрасные часы. Сегодня вы сами понимаете, что мы глубоко в октябре, и те, которые рассказывали про 1 октября, тоже не знаю, на что надеялись. Хочу верить, что делали они это не из злого умысла, и тем не менее, мне кажется, что надо было раньше бить тревогу. В завершении своих доводов хочу сказать, что та изрядная путаница, которую породили некоторые эксперты, наводнила в том числе и американскую прессу. То есть некоторые мои американские друзья с удивлением спрашивают меня, как это, оказывается, не идет ленд-лиз, а что же тогда идет? Да, идут другие пакеты помощи, которые по большому счету и не нужны были бы, если бы работал ленд-лиз. И те пакеты, которые являются, такими небольшими порциями, которые каждый раз с тревогой ожидаются в Украине, они все равно никаким образом не сопоставимы с тем, что включает в себя ленд-лиз. Я слышу также, что говорят, это же дорого, нам потом отдавать. Начнем с того, что ленд-лиз предполагает именно со складов поставку уже готового вооружения, которое, собственно, и надо будет вернуть, даже не деньгами. То, что будет использовано в результате в бою и потеряно в бою, оно будет просто списано. То есть за него даже вообще не надо будет платить. И отдавать, соответственно, тоже будет нечего в этот момент. То есть этот закон, он привлекателен для Украины со всех сторон. И учитывая то, как консолидированно к Украине относится все американское общество, то есть вся политика, даже самые поляризированные ее части все равно приходят к консенсусу в вопросе про победу Украины. И тут же мы со своей стороны как-то убаюкиваем всех, что нам вроде бы неловко о чем-то просить, потому что и так много дают. Ну что уж, теперь будем справляться. Но это же немыслимо. Американский народ нам уже это дал. То есть мы должны все-таки как-то расшевелить инерцию, скажем так, бюрократического характера с тем, чтобы это все заработало. И
Вооруженные силы Украины получили столь необходимое вооружение. Они сейчас сражаются за нас. Ну вот вы видите каждый день сводки. Сейчас было видео из Бахмута. Но это же немыслимо. Под шквальным, непрерывным огнем находятся солдаты Збройных сил Украины. Это же потому, что не хватает наступательного вооружения. Это потому, что мы не можем выбить противника со всех земель украинских оккупированных, потому что не хватает просто поддержки. Известно также высказывание о том, что в момент Харьковского наступления авангард прошел даже еще дальше, но пришлось обратно отзывать, потому что не успевали тылы, и, соответственно, нету достаточной поддержки с артиллерии, с воздуха, нету достаточного количества бронированной техники для пехоты, не можем сразу массированно из-за этого наступать. И только потому, что не хватает вооружения. После чудовищного массированного ракетного обстрела России Украины 10 октября все в ужасе поняли, оказывается, не хватает ПВО. Но так ПВО просила украинская власть годами, и теперь его по-прежнему нет. Ну так естественно, если бы работал Ленд-лиз, конечно бы его уже было с избытком. А то, что сейчас на 6-м Рамштайне пытаются быстро по сусекам поскрести и все-таки найти способы Украине закрыть какую-то часть неба, это все только по той причине, что Ленд-лиз по-прежнему не работает. Поэтому я хочу поблагодарить американский народ за сострадание, за сочувствие и за желание помочь нам в Украине. И я хочу попросить, чтобы мы сейчас все вместе, и мы в Украине, и вы, мои американские друзья, пожалуйста, доносите правду. Дело в том, что закон о ленд-лизе хоть и принят, но по-прежнему не работает. То есть работать он еще не начинал. И это чудовищно, это несправедливо, это обидно и досадно. Поэтому еще раз, мои американские друзья, спасибо вам большое за то, что вы хотите дать нам эту помощь. God bless America. И давайте еще раз консолидируемся и добьемся того, чтобы закон заработал. Напоследок разберу все-таки одну новость, а именно Илон Маск решил, что все-таки будет платить за Starlink для Украины, то есть Украина не останется без связи, и это критически важно. Тут надо добавить, что многие были уже готовы разделить бремя трат на эту связь с Илоном Маском, но в своем твите он сказал «черт с ним, с барского плеча». Так что Украина на связи, и давайте сосредоточимся вокруг петиции. Думаю, что нам надо пользоваться тем периодом, который остался до выборов. Выборы, как известно, в Соединенных Штатах пройдут 8 ноября. И я думаю, что сейчас самое время все-таки дожать этот вопрос. Я буду, конечно же, об этом говорить во всех эфирах. Опубликовала это во всех своих соцсетях и буду всячески продвигать эту петицию. Пожалуйста, поддержите ее. Это наше общее дело. Это дело нашей победы. На этом у меня сегодня все. С вами была Мария Максакова. Разом до перемоги і слава Україні!